Я анархист. Я коммунист. Стремно. Кто на самом деле против, они согласовывают это все. Путина, наверное, вопрос, да. Против президента велись какие-либо митинги. Не стыдно, как за других, например, как за Зеленского. Ничего не делать, мы ничего не сделаем. Вот всю жизнь продумал, ничего не изменилось. Почему митинги за Путина разрешены, а митинги против запрещены? Это вопрос, наверное, к Путину. Есть ответ. Путину, наверное, вопрос, да. Ну, потому что кто у власти, тот и разрешен, очевидно. Ой, тогда у нас нет демократии? Но я вообще не очень поддерживаю концепцию того, что либеральная демократия – это истинное выражение широких масс. Вообще любая, не могу назвать страну, где бы демократия работала в принципе. А что вы поддерживаете? Я коммунист. Ну, я не знаю здесь, как ответить. Если честно, я не в курсе. Ну вот уже как много лет никто не может ничего согласовать. Если ты против чего-то. Мне кажется, кто на самом деле против, они согласовывают это все. Так нету вот ни одного митинга, уже 5 лет заявки подают, им их не согласовывают. А есть митинги за Путина? Ну, конечно, вот за Крым, за то, за Путина, вот за Конституцию, за Сколько было? Лужники закрывали там толпами, вот Красная площадь недавно. Правда, я не очень в курсе, извините, пожалуйста. Почему митинги за Путина разрешены, а митинги против Путина запрещены? Извините, я не могу ответить. Потому что Путин президент. В смысле? Никому не дают согласовать из тех, кто против. Только за можно, а против согласовывать митинги нельзя. Вот почему так? Ну, значит, так надо. Кому? Кому, не знаю. Кому-то надо. Ну, по Конституции же демократия. Я, например, за Путина, да. Я только за Путина. А кого еще? Есть же те, кто против. Не знаю, я за. Я за Путина. Я больше даже другие кандидатуры не рассматриваю. Они есть вообще? Нету, я думаю. А как думаете, почему за 22 года не появилось ни одной кандидатуры? Я думаю, что нет такого человека. На 140 миллионов нет достойного? Я думаю, что нет достойного. Мне кажется, он от Бога, Путин, да. Я прям его обожаю. На него смотреть приятно, за него не стыдно, как за других, например, как за Зеленского. Или там за всяких этих американских. Почему митинги за Владимира Путина разрешены, а митинги против запрещены? То, что у нас жизнь такая. Мы живем в России, в такой стране. В Конституции написано. У нас нет Конституции. И что нам делать? Ничего не делать. Мы ничего не сделаем. Мы же должны что-то поменять. Ничего мы не поменяем. Ребятки, ничего. Что россиянам делать, тем, кто против? Тем, кто за, то понятно, им все можно, а против что делать? Вы знаете, вы спрашиваете меня, вы знаете, сколько мне лет? Да вы молодых спрашиваете. Митинги за Путина разрешены, а против Путина запрещены. Мы таким не занимаемся. Честно, не знаю. Я не знаю. А что делать людям, которые против? Не знаю. Как им выражать свое мнение? Я особо этим не интересуюсь. А чем интересуетесь? Да ничем, учусь только. Понятия не имею. Извините, я опаздываю, я работаю. Ой, да вы чё? Да если бы вырубили, я вам много бы наговорил. Статья за все сейчас, да? Стремно. Что делать-то вот нам всем? Как бороться, как выражать свои мысли? Вот что делать? Жить и ждать? Жевать и ждать. Вот что нам делать? Ждать момента. Не знаю. Как так? Демократия вроде как. Вроде. Или нет? Или есть она? Не знаю, трудно сказать. Ну вот что делать тем, кто за, понятно, им все можно. А вот тем, кто против, что делать? Думать, как сказал Владимир Владимирович. Думать. Так можно всю жизнь продумать, и ничего не изменится? Можно. Я вот всю жизнь продумал, ничего не изменилось в лучшую сторону. Как нам быть? Как быть молодым детям вашим? Думать, как сказал Владимир Владимирович. Митинги против запрещены? Ой, не знаю.
Чего хотите от меня услышать? Ваше мнение услышать. За Путина, только за Путина. Митинги против Путина запрещены. Знаю. Только вы же гражданин. И что? У вас же демократия. И что? Что? Как думаете, почему запрещено? Не знаю, я вот там вообще не думаю. О чем думаете? Я сижу, курю спокойно. Так. Я вообще не понимаю, про что вы говорите. Почему митинги за Владимира Путина, за все Я разрешено? против политики. А против запрещено все. Я анархист. Анархистов вообще попробуй иди скажи, сразу посадят. Ну, и кто меня посадит? Мне просто все равно на политику. А как же вы живете? Как же, я работаю без высшего образования, получаю больше 100 тысяч, я системный администратор. Меня все устраивает в этой стране, мне не нужна ни война, не нужна никакая полемика, риторика, ничего не нужно. Меня все устраивает. Мне не важно, там, кто будет сидеть, они все равно будут делать то, что хотят. Как же вот другим простым людям? Не всем так повезло иметь такой ум, чтобы работать системным администратором. Многие Почему не просто всем? руками работают. Ну, как бы я тоже руками работаю. Я собираю серверы, я собираю компьютеры, ноутбуки разбираю, собираю. Уже лет 15 где-то. Мне 33 года. Я всему этому сам научился. Кто хочет добиться чего-то, тот добьется. Потому что государству невыгодно, чтобы против президента велись какие-либо митинги, противодействия и так далее. А что делать россиянам, которые против? Не знаю. Вот как им выражать свое мнение и вот что им делать? Как им дальше? В интернете, наверное. Так, а за лайки и репосты в интернете уголовные статьи. Вот человека за фразу на 7 лет посадили. Ну, не всегда же такое. Да и может быть, Почему митинги за Владимира Путина разрешены, а митинги против него запрещены? Ну, у нас диктатура. А что делать россиянам, тем, кто против? Выходить на митинги. Конечно, запрещены. Ну, всем народу надо. Я за Путина. Мы поняли.